Холодный ветер гнал сухие листья по кладбищенской дорожке. Майкл Картер стоял у свежей могилы своей дочери, держа в руках белые розы. Он приходил сюда каждый день после похорон, не в силах смириться с ее уходом. Тишина, нарушаемая лишь скрипом старых деревьев, давила сильнее любых слов. Он присел на колени у плиты и провел рукой по выгравированному имени. В этот момент позади раздался тонкий, почти шепот. «Дядя, он не умер». Майкл резко обернулся. За несколько шагов от него стоял мальчик лет 8. Лицо незнакомое, глаза слишком серьезные для ребенка. Его голос звучал так уверенно, будто он говорил о чем-то давно известном. Майкл попытался что-то спросить, но мальчик уже отступал, медленно уходя между могил, не оборачиваясь. Он остался один и внезапно заметил странное. Земля на могиле была чуть приподнята, словно кто-то недавно ее трогал. Тревога и холод пробежали по спине. Он впервые почувствовал, что история со смертью дочери может быть не такой, какой казалось. То, что открылось позже, навсегда изменило его представление о жизни и смерти. На следующий день Майкл не мог ни есть, ни спать. Каждый раз, закрывая глаза, он слышал тот шепот: «Дядя, он не умер». Он снова вернулся на кладбище, надеясь хоть что-то понять. Но на месте, где стоял мальчик, никого не было, лишь свежий след на сырой земле, ведущий к краю кладбища. След привел его к старому заброшенному дому на окраине города. Дверь была приоткрыта, скрипнула на ветру. Майкл вошел и увидел его сына, который считался погибшим в аварии месяц назад. Мальчик выглядел так, будто ничего не произошло, живой, но с испуганными глазами. Он не говорил ни слова, просто протянул руку к отцу. Майкл обнял его, ощущая одновременно радость и страх. История оказалась ужасной ошибкой. Ребенок чудом остался жив после аварии, но был найден неизвестной женщиной, скрывался, чтобы защитить себя, и теперь вернулся через этот таинственный шепот. Майкл понял, что иногда самые невероятные события могут стать правдой. Тот день изменил его навсегда, он снова обрел сына, но и познал, что жизнь может преподносить чудеса там, где никто их не ждет. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.